Представители знака зодиака Лев. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз 2025 год. Чего ждать? Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, каковы подсказки карты, каковы события будущего. Наша жизнь не бывает полностью предсказуема. И, наверное, 2025 год как раз этому где-то будет нас учить. Почему? Потому что много может быть перемен, связанных именно с тем, что как обстоятельства нашей жизни могут меняться или ситуации приходить в нашу жизнь для нас несколько неожиданны. И с одной стороны открывает новые перспективы, а с другой мы можем растеряться. Мы к чему-то можем чувствовать себя словно не готовы. Мы люди, наше сознание действует по шаблону. И вот этот самый шаблон, он уже не вписывается в новые рамки реальности. И поэтому это потребует как и внутренней организации, так и новых диалоговых форм. Все решают люди. Поэтому какие-то новые контакты, с одной стороны, это может быть и интересно, и захватывающе. И в целом вы расширяете свои возможности. В 2025 году вы словно можете избавиться от какой-то напряженной ситуации или от ненужных контактов, мои дорогие. И это ведь тоже очень немаловажно. Прежде, может быть, приходилось из каких-то лучших побуждений сохранять те или иные договоренности, хотя по факту это не приносило вам вдохновения от какой-то обузы, от какой-то, ну, может быть, давящей обстановки, у кого-то так может проиграться, или от того, что вам попросту надоело, мои дорогие львы и львицы. Вы можете в 2025 году сказать, дальше так не может продолжаться. Ну, давайте не будем забегать вперед, посмотрим, какие энергии для нас раскроют карты. У нас сегодня две колоды. И первая это колода Таро, а вторая ангелы, ангелы сердца. И мы, как знаки судьбы, достанем дополнительную карту. И в самом конце нашего расклада мы ее раскроем. Посмотрим, какой совет нам дадут эти карты. Но вначале основные вопросы. И первый у нас, что завершится или от чего вы откажетесь сами, как видят карты. С чем это будет связано? Что нового войдет в вашу жизнь? Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Достанем карту Таро «Неожиданность». Что будет вас радовать, что вам будет помогать? Что может помешать осуществить задуманное? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас самих. Давайте узнаем, что нам подскажет колода Оракула, каковы знаки судьбы, каков совет. Больше эта колода рассказывает о личной жизни, хотя в ней есть и те карты, которые напрямую нас ориентируют на какие-то другие достижения по части работы, по части ваших планов, амбиций или, может быть, участие для решения каких-то финансовых вопросов. Итак, первая карта. От чего вы откажетесь сами или что у вас завершится? Я не могу сказать, шестерка– это карта победы, что что-то завершается, но, может быть, пересмотр финансовой стратегии, вот это, скорее всего, вам придется делать. Это может быть связано с тем, что изменяется ваша, к примеру, ваш статус на работе или какие-то перемены в вашем бизнесе, если таковой имеется. По этой карте вы можете самому себе или самой себе сказать, что был у меня, допустим, если действительно это имело место быть, какой-то проект, который вы откладывали все время на потом, ожидая подходящего момента. Вот здесь вы, скорее всего, на это решитесь. Может быть, вам придется, с одной стороны, карта говорит уже о какой-то победе, поэтому для кого-то может быть получение денег крупной суммы уже в январе, и вы почувствуете уверенность. Но, скорее всего, это не завершается, ведь по этой карте любая цифра 6
И любая в номинации в колоде Таро карта 6 символизирует победу. По нумерологии, опять же, любая активность происходит в 6 стадий, и шестая – это завершение. Это как какой-то триумф или то, что как вершина наших побед, то, к чему мы приходим и, может быть, долгое время шли. Поэтому какая-то кульминация у вас может произойти уже в январе. Но это не есть сама по себе, ну, наверное, победа ради победы. Нет, это словно переход между прошлым и будущим, когда у вас год может начаться с того, что вы чувствуете себя достаточно уверенной, вот, видимо, на январь месяц, и вы понимаете, что, ну, все равно вот перемены какие-то вам самим захочется, или вам захочется оттолкнуться от больше своего желания или от какой-то своей мечты, чтобы не упустить подходящий момент. Вы понимаете, по крайней мере, могут быть такие ваши ощущения, когда у меня сейчас сильная позиция, и мне будет важно эту силу, может быть, внутреннюю силу, или ту возможность, которая у вас появляется по финансам, или пусть это будет как предложение по работе, или ваша внутренняя решимость, готовность начать какой-то проект. И ощущение, что мне это нужно продолжать. Мне ни в коем случае нельзя останавливаться. Это плавный переход между прошлым и будущим. Поэтому тут не совсем завершается, тут переходит, у вас уже какой-то для вас, мои дорогие, 2024 год, в зависимости от того, в какое время, в какую декаду вы родились. У кого-то эти перемены могли начаться еще буквально с первых, наверное, месяцев 2024 года, а у кого-то, кто в третью, допустим, декаду рожден, у того к концу года могли начаться самые первые изменения. В конечном итоге это все служит для того, чтобы вы отстроили новую концепцию собственной жизни и то, что мы называем качеством жизни. Я могу предположить, что вы буквально в январе месяце будете анализировать то, что вы хотели осуществить в 2025 году, подводить своеобразные итоги, может быть, кто-то даже на бумаге, но это для вас открывает сразу новые перспективы. Почему? А потому что к вам приходит больше решимости. По этой карте к нам приходит сила, приходит уверенность, как я уже сказала, и вам не захочется вот эту возможность растерять. Растерять может быть впустую. Может быть, вы понимаете где-то в январе, что сейчас что-то для вас складывается очень хорошо. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что начало 2025 года вас уже будет радовать. Это не есть какой-то отказ или что-то деструктивное, когда разрушается что-то в нашей жизни. Нет, это какой-то плавный переход в 2025 год к новым возможностям. Что же нового войдет в вашу жизнь, давайте узнаем. Выпадает король кубков. Единственный персонаж в колоде, будем говорить по карте, который умеет правильно распределить чувства и деньги. Там или те вопросы, которые требуют больше рациональности, это по части денег, заработков, работы. Он не примешивает туда чувства и эмоции. Но он не совершает вот эту самую путаницу, которая, если смешать и чувства, и какой-то материализм, вряд ли мы тут можем принять какие-то правильные решения. И наоборот, он допускает, что в вопросах любви или личной жизни как раз нельзя на кон ставить что-то материальное. Есть цена, а есть ценности. И вот эти два момента или эти два направления он умеет не перепутать. Значит, что нового войдет в вашу жизнь? Где-то вы будете рациональны, но в то же время это не значит, что вы, ну, где-то жесткие или более такие холодные. Нет, все-таки у нас по королю кубков проходят люди, которым свойственна эмпатия, которым свойственно сострадание. Для кого-то из вас что нового войдет в вашу жизнь? Часто по этой карте символ супругов или супружеской жизни. Для тех, кто один или одна, это возможность быть в паре в 2025 год. Построение семьи, мои дорогие, для тех, кто в сольном варианте. Конечно, это будет зависеть от того, желаете ли вы этого сами.
Хотите ли вы этого? Насколько вы будете открыты к новым отношениям? Будет больше приятных контактов, будет больше приятных людей, которые вас вдохновляют, или это вы сами, ваше вдохновение, когда какой-то проект у вас как раз может быть реализован в вашей жизни. Но я для большинства из вас все же вижу какую-то составляющую по части любви и личной жизни. Раскрыть потенциал друг друга с какой-то другой стороны. А кто-то из вас может создать даже семейный бизнес, и это тоже получится. Самые разные направления могут проиграться по этим двум картам, поскольку даже первая, хоть мы и спросили, что завершается, а карта нам говорит, нет, тут что-то, скорее всего, будет продолжено, но совершенно в ином качестве. Какое важное событие или чем запомнится 2025 год? Восьмерка Пентаклей. Я всегда говорю по этой карте. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Очень символично все то, что я сказала по этим двум картам. Безусловно. Две карты вам выпали, одни из лучших в колоде Таро по части денег, работы, заработков, финансов, согласований. Может быть, и это через документы, согласование по имуществам. Совершенно иное качество жизни в плане материального достатка, безусловно. Много работы будет, мои дорогие, чем вам этот год запомнится, правда, но это не работа ради работы, а когда вы видите плоды труда своего. И рост по карьерной лестнице у кого-то добиться желаемых результатов, может быть, в вашем бизнесе, если таковой имеется, или развить ваше творчество. Или правда, как по шестерке Пентаклей первая карта, я обмолвилась об этом, какой-то ваш проект, до которого словно руки не доходили, мои дорогие, дойдут. Правда, и вы знаете, вы себя поблагодарите, что вы на что-то решились. Вы можете в себе раскрыть такой потенциал, который словно дремал в вас долгое время. Или вы все время опять же оставляли на потом. Поэтому продолжать что-то определенно стоит. И реализация вашей мечты, самореализация, амбициозные планы, карта профессионала, она говорит о том, что мы меняем статус где-то через работу. Поэтому все то, что связано с финансами, с вашей работой, вашим видом деятельности, или пусть это новый вид деятельности, к которому вы приступите, но уже в 2025 году вы видите плоды труда своего. Давайте мы узнаем, что же в неожиданностях. Выбор. И двойка мечей не самый простой выбор, опять же, вот как раз и говорит о путанице. И два меча, словно два направления. В два направления и направо, и налево мы не пойдем. Поэтому выход из лабиринта вы будете делать сами. Не получится жить в какой-то двойственности, и я бы даже сказала, вам самим не захочется. Поэтому в неожиданностях это, поскольку неожиданности это как какой-то более короткий промежуток времени или тот промежуток времени, который нам как раз запоминается как важная веха принятия важного решения, после которого идет точка невозврата или одновременно точка нового отсчета, момент перехода между прошлым и будущим. Вот этим где-то, как неожиданностью, я могу сказать, вам тоже запомнится 2025 год. Придется, видимо, что-то решать такое фундаментально важное для вас самих в 2025 году. Вы переформатируете себя и свою жизнь. Вот такие неожиданности, это перемены в вас самих, мои дорогие. Давайте узнаем, что же вас будет радовать и что вам будет помогать. Как ни странно, это карта соревнования или это карта, когда очень много контактов. Видимо, не будет какой-то рутины. По семерке жезлов нам скучать это точно некогда. Но вам, видимо, какой-то жизненный драйв будет нравиться. Вам, может быть, будет нравиться, когда много общения. С другой стороны, по этой карте на нас пытаются воздействовать, потому что у каждого человека есть свой интерес, но тем не менее вы будете себя чувствовать словно рыба в воде. Вам необходимы, как может быть, новый социум, своеобразное соревнование для того, чтобы создать для самого себя необходимость, ну, как быть на плаву, может быть, и так. Вот есть такая фраза, чтобы вы, может быть, где-то не зачахли, не раскисли, много контактов, сама по себе
как жизнь или обстоятельства вашей жизни будут вам добавлять как какого-то либо движения, так и новых персонажей в вашей жизни, много разного общения. Для кого-то эта карта будет символизировать то, что, может быть, и будет какая-то конкуренция, я должна об этом сказать, но все же это у нас идет больше как что будет радовать, что будет помогать. Поэтому вы можете отстроить, вам будет даже какая-то сложная, мои дорогие, ситуация, помогать, как ни странно. Может быть, это вы будете сильны как раз в тех случаях, когда какие-то противоречивые ситуации складываются. К примеру, по работе, все же жезлы — это у нас дела, работа, бизнес, деньги. И вот если предположить, что по месту вашей службы, работы или у кого-то бизнес складывается определенный вот этот драйв через множество людей, через какое-то сложное общение, но значит вы будете лидеры. Вы сможете договориться с людьми, с которыми договориться сложно. Вы сумеете уйти от какой-то ненужной для вас ситуации. Или вот эту закалку вы проходите, и вам легче потом, возможно, сделать вот этот выход из лабиринта, определиться с чем-то. Много информации приходит в вашу жизнь, но значит, вам это тоже будет каким-то образом помогать. Давайте я достану еще дополнительные карты, потому что не очень информативная карта, достаточно мелкая семерка. Всегда по семерке ну, такой неопределенность какая-то присутствует. Что же будет вас радовать, что вам будет помогать? Ну, договориться вы точно сможете, даже с людьми сложными, или даже если, предположим, это касается десятка кубков вашей личной жизни. Может быть, прежде вы не сумели произвести важные разговоры, или не хватило словно духу, глядя друг другу в глаза, сказать что-то откровенно ценное, то, что вас долгое время мучило, то, что в глубине вашей души. Поверьте, лучше вынести на поверхность какой-то важный разговор, нежели в себе это утрамбовывать и пытаться это додумывать. Тут посмотрите, вторая карта, которая нам показывает, хоть и семерка жезлов, я говорю, это какая-то неопределенность, какая-то сумятица иногда проходит, но в позиции, что именно вам это помогает. Вы проясняете для себя какую-то обстановку, ситуацию по работе, по личной жизни, и в итоге вы получаете десятку кубков. Это карта счастья, это карта и достатка, и процветания, и изобилия, и когда сбываются наши мечты. Мне нечего добавить. Поэтому, как бы сложен ни был период, может быть, 2025 года, он вас действительно радует. И правда, наши сильные качества личности проявляются не когда у нас все спокойно или словно полный штиль, а когда какая-то турбулентность. И вот вам как раз в этом пункте вам это помогает. Нечего добавить. Давайте посмотрим, что же вам может помешать. А вот как раз успокоенность вам может помешать. Что может быть лучше? Казалось бы, десятка пентаклей. Деньги есть. Имущественные, мы об этом с вами говорили, поскольку у вас одни из лучших карт колоде на работу и на деньги выпадают. Но вверху у нас умение отстроить новую концепцию личной жизни. И тут же десятка пентаклей, которая нам говорит о том, что какая-то успокоенность вам может помешать. Деньги есть, деньги будут. Уверенность какая-то приходит, словно высшие силы за вас. И я говорил по шестерке пентаклей, что помощь высших сил, значит, правда, Вселенная вам помогает. Будет непреодолимое желание, словно отдохнуть, успокоиться. Но вот эти две карты, которые вам выпали, как в поговорке, покой вам только снится. И если, может быть, кто-то почувствовал бы хаос или какую-то неразбериху в своей жизни и захотел бы оставить на потом, предположим, важные вопросы, то вам-то как раз этого не захочется, потому что вы будете чувствовать, что сейчас, именно в этом моменте, и это будет не единожды за 2025 год, вот именно в этом ваша сила. Может быть и обстоятельства, которые приходят в вашу жизнь и напоминают неразбериху, тем не менее для вас открывают новые перспективы. Какой-то парадокс
происходит. Самое главное, не успокоиться на достигнутом. Будьте внимательны. События, которые изменят вашу жизнь. Но что тут добавить? Карта сила. Старший аркан. Энергетика этой карты как у мага. А маг, как известно, ему подвластно все. В первую очередь это карта диалоговой формы. И олицетворение льва– это наше внутреннее эго, которое будет рваться где-то наружу. С одной стороны, это достижение ваше, безусловно, но с другой стороны, карта говорит о чем? Держать эмоции на коротком поводке придется, договариваться с людьми придется. И я могу сказать, что все то, что я описывала по этим, опять же, двум картам, эта карта подтверждает. Ваша именно в этом сильная позиция. В том, в чем другие не видят выход. Вы будете видеть не единожды выход, а даже несколько вариантов. Для кого-то из вас, и если мы спросили события, которые изменят вашу жизнь, и здесь может быть двояком. И для мужчин по этой карте очень важная женщина в вашей жизни. Может быть, это новая знакомая для тех, кто пока не в паре. Или для моих дорогих девочек, это ваша сила олицетворения, и одновременно карта говорит о вашей силе притягательности для противоположного пола. Мои дорогие львы и львицы, неважно, в каком вы статусе сейчас находитесь, либо вы человек семейный, как я уже говорила, друг друга с партнером, как будто вы узнаете с новых сторон, или видите новый потенциал друг в друге, а для тех, кто один или одна, или, может быть, находятся в каких-то длительных отношениях, но которые тоже уже не несут в себе какого-то прогресса, когда вы друг друга, вы понимаете или чувствуете, мы друг друга не дополняем, или больше неопределенности в ваших отношениях, то здесь вы можете встретить и партнера по судьбе. Вполне такое тоже допускаю. Здесь меняетесь вы сами, и меняется ваша жизнь. Ваш потенциал раскрывается как-то по-новому. Шестерка кубков. Событие, которое заставляет измениться вас. Да, это карта ностальгии, и все же есть та составляющая, от которой вы будете отказываться. Вверху у нас двойка мечей. Для кого-то это проиграется, может быть, как перемены в вашей личной жизни. И все то, что я только что сказала по карте сила. А для кого-то из вас, для людей семейных, это может быть через личную жизнь переменные во взглядах друг на друга. У вас выпало много карт реальности. И, значит, с учетом того, что выпадает шестерка кубков в позиции события, которое заставляет измениться вас самих. Вам не захочется повторения какой-то прежней ошибки. Вам не захочется действовать просто из пустых надежд. Вам не захочется просто каких-то эмоций ради эмоций. Вам захочется реальных воплощений. Вы будете, мои дорогие львы и львицы, большими реалистами, потому что не хочется заблуждаться, не хочется ошибаться. Может быть, как раз вот эти многие контакты или какой-то важный выбор для вас открывает новые перспективы, когда, повторюсь, не хочется ждать, не хочется пустых надежд, не хочется терять время. Давайте мы откроем карту, которую мы достали на оракуле. И эта карта будет говорить о том, что простите своих родителей, и ваша жизнь только от этого улучшится. Может быть, у кого-то из вас и правда были какие-то конфликты или обиды с вашими родственниками или напрямую с родителями. Может быть, для кого-то из вас это как болезненное состояние, какой-то история, которая тянется долгий период времени и берет начало даже из детства. Раньше существовала такая теория, как внутреннего ребенка. Она не совсем правильная, но это по моему глубокому убеждению, потому что мы словно перекладывали на, предположим, своих родителей меру ответственности за нашу жизнь. И поверьте, если мы чего-то все же не получили, или то, что не состоялось, может быть, мы бы очень
хотели чего-то или мечтали буквально с детства, но уже сложилась жизнь определенным образом. Но, тем не менее, наши родители нас любили. Кто знает, может быть, они не могли поступить как-то по-другому, иначе. Или теперь, именно в 2025 году, вы становитесь более мудрыми. И уже когда мы не перекладываем свои собственные обиды на кого-то другого, или пусть это даже другой, именно наш близкий человек, мы становимся от этого сильнее, потому что мы хотим быть более лучшими родителями. Мы понимаем, что пройдя какой-то период жизни, может быть, даже путем каких-то сложных наших решений, или когда мы проживали сложный период жизни, нас тоже это закалило и сделало сильнее. Мы ориентируемся больше на самих себя, нежели мы ищем где-то оправдание нашим действиям или себя оправдываем, потому что, предположим, у меня не получился какой-то проект, потому что у меня не было к этому возможности. А мы как раз больше оцениваем самих себя с позиции, что же я сделал правильного или наоборот, что у меня не получилось. Ну, давайте я хочу достать еще одну карту. Совет несколько неожиданный, я должна сказать. Но, видимо, есть какая-то, может быть, составляющая с вашими родственниками, даже далекими, когда сбалансировать вам нужно взаимоотношения. Может быть и так. Что нам еще подскажут карты? Но, видимо, правда, для вас личная жизнь не на последнем месте, потому что очень приятная карта нашей второй половинки. И есть взаимосвязь напрямую между теми отношениями, которые, возможно, отстраивали ваши родители, но, видимо, проанализировав что-то для вас или простить, вот именно простить все-таки нам предлагает первая карта, и следом выпадает сразу же, по сути, карта счастья, карта личного именно счастья. Два человека, которые друг другу словно прекрасным дополнением служат. Это то, что мы называем нам по судьбе. И когда мы не держим обид, не вспоминаем снова и снова какую-то деструктивную ситуацию, которая была много лет тому назад, мы именно отпускаем какие-то прежние обиды, или они нас больше не сковывают, не держат в какой-то зоне ограничений. И для нас сразу же жизнь играет другими красками. Есть взаимосвязь между тем, чтобы вы были счастливы, мои дорогие, именно в 2025 году, и какой-то прежней истории, которая, может быть, и касалась даже вашей семьи или ваших родителей. По сути дела, сбалансировать эмоции, чтобы быть по-настоящему счастливому, вас приглашают карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.